Таран-таран, с вами Ариран, и, зайцы, извините меня, пожалуйста, но в этом видео я опять буду эксплуатировать ваши щечки, потому что я вам буду рассказывать про всякие разные милые поступки, которые совершают кей-поп-айдолы по отношению к своим любимым поклонникам. Короче, мне кажется, хватит для вступления, поехали! Первый случай будет касаться группы EXID, а конкретно Хани. И предыстория такая небольшая. Один из поклонников снимал выступление девочек с композицией We Are, Up and Down, на английском так, кажется, она называется. И он снимал конкретно фокус, сделал на Хани, потом опубликовал видео на ютубе, и оно как стало вирусным. Я говорю не про сотни тысяч просмотров, а про десятки миллионов. Естественно, в этот момент популярность EXID очень резко подскочила. Их песни начали активнее слушать, а Up and Down заняла вообще позицию All Kill, первое место в чарте. Девочки сами были обескуражены. Они, а конкретно Хани, говорят, что в шоке были от того, что происходит. И действительно, это произошло в нужный момент, потому что именно тогда они очень нуждались в поддержке. В один прекрасный момент Хани и этот человек, который сделал фанкам, на этот поклонник, встретились, да, и опять на одном из мероприятий EXID, и Хани увидела в толпе этого поклонника. Но она не сама, мне кажется, ей подсказали, мол, типа, смотри, кто там стоит. И она такая навострила, в общем, свой взгляд, нашла этого человека в толпе. 일단은 저희가 바빴다는 거에 너무 행복했고요. И хоть ей нужно было оставаться вместе со всеми на сцене и что-то там делать, мне кажется, мысленно она была рядом с ним, она ему махала, она в конце концов сказала ему «Кумао-йо» буквально одними губами, но это было слышно, видно, понятно. 분들께서 정말 많이 도와주신 것 같아서 정말 값진 1위를 하기. То есть она ему сказала «Спасибо тебе большое». Я даже знаю после истории того, что произошло, они пригласили поклонника для того, чтобы поблагодарить его, пообщаться с ним, но он ответил, что мне очень приятно, но мне нужно снимать других звезд, поэтому мне некогда, извините, пожалуйста, и отказался. Этот человек предан своему делу, поэтому он и добился такого успеха, как, собственно, и девочки. Едем дальше. И EXO, Исин. Этот случай давненько уже произошел, когда еще Исин не был у нас где-то летающей птицей в других краях, даже какое-то мероприятие, на котором EXO танцевала овердоз, а ребята стояли рядом и поддерживали ее. В общем, все такая теплая семейная обстановка была. И в какой-то момент девочка забыла движение и замялась, засмущалась, молниеносно среагировал Исин. Прям вот чувствовала, что вот нужно в этот момент, вот в сию секунду срочно спасти ситуацию, для того, чтобы воспоминания об этом дне у девочки остались исключительно положительные, чтобы не было стыда или смущения. В какие-то моменты он ее направлял, мол, смотри, сейчас нужно сделать будет вот это. Потом он позвал других ребят для того, чтобы они помогли в какой-то связке станцевать вот этот вот, да, момент с барабанами. Именно в таких мелочах проявляется человек, и это еще раз показывает то, насколько Исин отзывчивый, добрый, и насколько сильно он любит EXO, а не из каких-то там громких заявлений или громких поступков, которые иногда делают звезды. Следующий случай будет касаться милашечки Айо. Это вот совсем недавно произошло, потому что только-только писали в новостях. Опять предыстория. Где-то годик назад, когда Айо отмечала 10 лет с момента дебюта, на ее фан-митинге к ней подошла поклонница и попросила ее поприсутствовать на церемонии выпускной в ее школе. Она сказала, что я постараюсь, если у меня не будет никаких планов на это время, но вы же понимаете, что айдол не может ходить на выпускные всех своих поклонников. Она максимально тактично поступила в тот момент, и никто не ожидал, что она сдержит это обещание. В конце концов, в выпускной день в этой девичьей школе появилась Айо. И она не просто пришла там поддержать выпускницу, она еще и несколько песен со сцены исполнила. Более того, она очень ответственно отнеслась к выбору подарка, то есть она выбрала букет, символика которого связана там с начинаниями, с вот всем вот этим вот всем. Также она подарила ей парфюм и какие-то косметические средства уходовые. Действительно, насколько она с большим вниманием относится к каждому из своих поклонников.
Еще один случай про EXO и конкретно Сихуна, который тоже знают все, но опять я повторюсь, что каждый день новые эрички появляются в фэндоме, вообще новые кей-поперы, поэтому кто-то да об этом еще не знает. Опять какое-то мероприятие типа фан-митинга, стоят себе EXO, вот тут вокруг стоят поклонники, и в какой-то момент одна из эричек, которая снимала вот так вот прям рядышком снимала Сихуна и что-то ему там пыталась сказать, выроняет этот телефон из рук. Реакция Эри. Сихун засмущался, он не знал, куда деться, и многие писали, ну что он такого сделал, ну просто поднял телефон, отдал, что тут такого-то в этом поступке. Но нет, ребят, вы не понимаете, просто когда айдолы проявляют вот такую галантность какую-то, это очень сильно умиляет, то есть он как айдол сделал что-то хорошее, что-то приятное, как-то поухаживал, да, за Эричкой. Поэтому это вызвало потом хохот и смех с этой ситуации. Мальчишки кричали: а, так, давайте теперь все бросайте телефоны, давайте, мы будем поднимать. Джин из BTS. Во время фансайна Джин что-то там возмутился. Его возмутили слова Чимина, который говорил: что вам нравится в Джине? Мне, например, в Джин Хёне ничего вообще не нравится. Естественно, он говорил это не всерьез. И, естественно, не всерьез возмутился Джин и треснул вот так вот по маленькой фотографии подставочки типа маленького паучка. Эта подставка полетела в одну из армий, которая неподалеку сидела. Остальные мальчишки все это обыграли. За вот этим взаимодействием между Джином и Арми наблюдать просто одно умиление. Шайни и Ки. Это очень... Я бы сказала, не столько милый поступок, сколько правильный и на самом деле очень трогательный поступок. Вы ведь знаете, что Ки у нас инстаграмер, ну ладно, может не все, но в прошлом видео я только рассказывала про его пуделечков, про то, что у них есть вообще свой инстаграм, а у Ки есть свой инстаграм, который он активно ведет. Мне кажется, что эти малыши очень похожи на своего папочку. Однажды Ки в инстаграме наткнулся на фотографию девочки Шавова, у которой был браслетик Шайни, Ки на нем было написано, и на ее руке он увидел порез. Его это, видимо, очень сильно впечатлило, потому что он ей посвятил целый пост в своем инстаграме, а у нее еще никнейм был типа Катер, ну то есть, знаете, тот, кто режет себя. И он к ней обратился по этому нику, сказал: извини, я не знаю, как тебя зовут, поэтому буду к тебе обращаться так. И он сказал ей слова поддержки, мол, всем нам иногда кажется, что наша жизнь отстой, ты не должна думать, что только у тебя у одной так, все через это проходят. И более того, он не постеснялся и рассказал, что в его жизни тоже были подобные случаи, или был подобный случай, когда он не удержался и сделал то, что сделала она. Тем не менее, он вовремя понял, что так нельзя поступать, но шрам у него остался до сих пор, и что он очень хочет знать, что с ней все хорошо, поэтому она как-то должна отреагировать на его слова, что она действительно прочитала то, что он ей адресовал, и в конце он еще подписал Love Ки, ну то есть типа с любовью Ки. И, конечно же, этот поступок Ки впечатлил всех шавовов и вообще очень-очень многих кей-поперов и просто людей. Но я думаю, что самое важное в этом то, что, вероятно, возможно, он на самом деле спас жизнь чью-то, он нашел правильные слова. Эти слова могли касаться не только этой девочки, а также многих людей, кто в тот момент пребывал в таком же состоянии. А, кстати, эта девочка потом опубликовала фотографии, где она выбрасывает лезвие. Она была очень удивлена, она просто в шоке была о том, что Ки, ее кумир, к ней обратился. Она сказала, что очень любит его, поблагодарила его, сказала, что действительно его слова были сказаны очень вовремя, и в тот момент, когда ей уже совсем не хотелось жить, он на самом деле помог ей, так что все, в общем, хорошо, все закончилось, все хорошо. God7, Джексон. Во время выступления они буцали такие большие мячи, шары, в общем, такие большие шары, кидали по залу, и Джексон буцнул один из таких шаров, он полетел в зал. И
и треснул какой-то поклоннице по лбу. Или куда-то, в общем, он треснул. Но реакция Джексона, ну, по сути, да, что он сделал? Он просто спрыгнул и посмотрел, все ли нормально с поклонницей. Но поскольку на этом фанкаме видно, насколько вообще это все было мило, как он ее осматривал, крутил, вертел, проверял, нет ли у нее травм на лице, нет ли у нее травм где-то еще, в порядке она или нет, в порядке ли те, кто стоял рядом с ней. И когда он убедился, что здесь все хорошо, он с улыбочкой преспокойненько вернулся на сцену. Кстати, он когда забрался обратно на сцену, он отбуцал остальные мячи, эти шары подальше от этого места, для того, чтобы снова не угодить по этой поклоннице. И последний случай, который я хочу вам рассказать, будет касаться FT Island и Mannequin Challenge, который они как-то устроили во время своего концерта. Это завораживающе. Зал замер, замерли все артисты. Ребята, насколько эпичные они выбрали позы. Абсолютно кромешная тишина стояла. И в какую-то секунду продолжился концерт, как будто ничего и не останавливалось. Это не из разряда милых взаимодействий, но это выглядит очень впечатляюще, и я надеюсь, что этот момент вам понравился, и вы тоже сказали «вау», когда смотрели его. У меня есть еще порция милых моментов, но они уже будут касаться поцелуев, объятий и подобных контактов со стороны айдолов по отношению к поклонникам, так что, если вам интересно, то поддержите этот ролик, напишите в комментариях, и он тогда выйдет достаточно скоро. Все, саран-саран, с вами была Ариран, я всех целую, люблю, пока-пока.